Говорят, судьбу не изменишь. Невозможно вернуться в прошлое, чтобы исправить ошибки или как-то повлиять на будущее. Мы не можем. Но я знаю историю о человеке, который не захотел смириться со своей судьбой, не захотел оставить все так, как есть. Он сумел изменить свое прошлое, но ценой стало будущее, в котором ему не было покоя. Он принц Персии. Далеко не все знают, что во вселенной Принца Персии на самом деле несколько главных героев, и каждый из них участвует в событиях, произошедших в его собственном мире. Первый Принц Персии вышел в 1989 году и сразу стал одной из самых передовых игр своего времени, в основном благодаря технике ротоскопирования, которую использовал геймдизайнер Джордан Мекнер, создавая анимации главного героя. Ротоскопирование — это техника покадровой перерисовки объекта с одного носителя на другой. Мекнер записывал движения своего младшего брата на видео, а после буквально обводил ключевые кадры с пленки, чтобы перенести их в игру. За счет этого анимации принца выглядели очень правдоподобно, возможно, даже впечатляюще для того времени. Правда, многие, рассказывая о принце Персии, почему-то опускают тот факт, что эта игра была не первой, где использовалась такая техника. На 5 лет раньше, в 1984 году, все тот же Джордан Мекнер разработал игру под названием «Каратека», и уже тогда он пользовался ротоскопированием. Но в любом случае популярным его сделала дилогия о приключениях принца. Действие сюжета, конечно, происходит в Персии, где власть пытается захватить визирь по имени Джафар, следующее лицо после самого султана, который в это время отправился на войну. Джафар пленил персидскую принцессу и дал ей ровно час на размышление – стать его женой или умереть. За это время ее возлюбленный должен выбраться из темницы и спасти свою принцессу. Такой вот сказочный и, можно сказать, простой сюжет, который подавался через визуальные и текстовые заставки между уровнями. Первый Принц Персии — одна из самых сложных игр моего детства. Буквально на каждом шагу что-то пытается убить главного героя, будь то стражи или ловушки, пол, что рушится прямо под ногами, и даже его собственная тень. Кстати, да, тень. Многие знают, что важной геймплейной и сюжетной частью трилогии о Песках Времени был так называемый «Темный принц». Альтер-эго главного героя, на которое сначала намекали, а в игре «Два трона» даже дали им поиграть. О нем мы поговорим позже, но важно отметить, что подобное альтер-эго в виде тени появилось еще в самой первой части. В оригинальной игре тень появляется, когда герой проходит через волшебное зеркало и лишается всех очков здоровья, кроме одного, последнего. Несколько раз за события игры тень напоминает о себе, а ближе к концу с ней приходится сразиться. Но и тут не все так просто. Каждый раз, ударяя по тени, герой сам получает урон. Единственный способ противостоять ей — убрать оружие. Тогда тень тоже сложит его и снова станет частью главного героя. Если вам уже претит то, что я постоянно повторяю слова «главный герой», то объясню. В конце игры он спасает принцессу от Джафара, зло повержено, хэппи-энд, и только тогда он становится принцем Персии. Первая часть оказала на будущее игры серии гораздо большее влияние, чем кажется. Здесь уже был своего рода темный принц в виде тени, была возможность увеличивать шкалу здоровья, а еще принц находил новое оружие. Все эти механики перекочевали в известную трилогию начала нулевых, но зародились они именно в первой части. Игра заняла 12 место в списке лучших игр всех времен, и в будущем даже получила ремейк, вышедший в 2007 году. Сюжет и место действия остались классическими, но в игре использовались модели из трилогии Песков Времени, чтобы персонажи и дизайн были узнаваемыми. Как по мне, конкретно это
плохая идея. Ведь в «Песках времени» совершенно другой принц, как персонаж. Да и моделька принцессы — это Фара, на то время уже узнаваемая, и она никак не годится на роль персидской принцессы, хотя бы потому, что выглядит как индианка. После событий первой части принц и принцесса, как и полагается, жили вместе и жили счастливо, но всего 11 дней. Оказалось, некая черная магия спасла Джафара от смерти, и он вернулся, чтобы отомстить принцу и снова попытаться занять трон. Джафар изменил свою внешность, чтобы никто не мог отличить его от принца, а его самого он превратил в нищего. Стража напала на героя, и он был вынужден бежать из дворца на торговом судне, которое позже потерпело крушение из-за магии Джафара, и принца выбросило на берег у руин неизвестного храма. Продвигаясь по сюжету, мы увидим, что герою является призрак его матери, которая поведала, что ее мужа убили, а она была вынуждена оставить своего сына. Она рассказала, что главный герой – настоящий принц Персии и был таким с рождения, а не стал им тогда, когда женился на принцессе. И все, что происходило с ним на протяжении жизни, было делом рук одной старой ведьмы. Она, кстати, появляется в конце второй части, как намек на то, что ведьма станет главным антагонистом в третьей. Но продолжение вышло совсем не таким, каким его представлял автор серии Джордан Мэкнер. Но об этом мы поговорим совсем скоро. Вторая часть получилась гораздо более масштабной относительно первой. Локации стали красивее и проработаннее, видов врагов появилось больше. Если в первой части это были стражники, то здесь, кроме них, скелеты, змеи, летающие головы и так называемые люди-птицы, что поклонялись древнему божеству. Да и по части истории франшиза значительно выросла. Здесь мы не просто добираемся из точки А в точку Б. Тут вам и ковры-самолеты, ожившая статуя лошади, призраки из прошлого и даже тень снова вернулась. Причем по сюжету игрока должны убить у волшебного пламени, и тогда тень покинет тело принца, войдет в огонь и вернется обратно. Но с тех пор все враги на локации падают на колени перед героем. Формально это не совсем тень, скорее призрак принца. Но сама идея очень похожа на ту, что была в первой части. Да и факт того, что скрипт срабатывает тогда, когда игрок ведет себя нестандартно, то есть позволяет убить себя, это чертовски интересно. Такое даже в современных играх встретишь нечасто. В итоге принц, конечно, спасает принцессу и побеждает Джафара, в этот раз окончательно. И кажется, что теперь эта восточная сказка закончена, но игроку демонстрируют зловещий лик той самой ведьмы. У первой дилогии довольно сказочный сюжет, в хорошем смысле, конечно. В игре много интересных моментов, о которых можно говорить и говорить, но стоит отметить, что играя в «Принца Персии», также придется умирать и умирать, начинать и начинать сначала, а потом снова умирать, пока не выучишь каждый пиксель на локациях. Да, эти игры чертовски сложные. Помимо врагов, принца убивают ловушки, прыжки веры и даже земля уходит из-под ног. Но левел-дизайн и геймплей как раз и рассчитаны на то, чтобы игру приходилось изучать. Но и это не станет рутиной, потому что на прохождение отводится определенное время, которое обусловлено песочными часами в первой части и осыпающимся деревом во второй, как бы отмеряя время до смерти принцессы. Именно из-за высокой сложности многие бросали «Принца Персии», не пройдя и половины игры. Но на деле, если набраться терпения и постепенно изучать уровни, то игра оказывается более податливой. Там просто нужно знать, куда прыгнуть и за что ухватиться. Я уже не раз говорил, что середина и конец 90-х были сложным временем для разработчиков. Технологии стали позволять создавать игры в 3D, игроки хотели игры в 3D, и популярные успешные серии были вынуждены измениться, чтобы не стать пережитками прошлого. Тогда, наверное, понятие о классике видеоигр было не таким явным. Какие-то серии успешно перешли в 3 измерения, например, Марио. Какие-то попробовали, у них не получилось, и они вернулись в 2D.
например, Castlevania, серия, у которой из 19 игр, если не ошибаюсь, только 4 в 3D. А вот для «Принца Персии» переход в 3 измерения был очень болезненным, настолько, что чуть не загубил серию. Как это часто бывает в случаях с популярными франшизами, ключевое решение о проекте принимал уже не автор, а студия-разработчик Red Orb. Джордан Мекнер хотел продолжать события второй части и развивать вселенную, но издатели и разработчики хотели как можно быстрее, и чтобы как у Tomb Raider, которая тогда была на пике популярности. В итоге в 1999 году выходит «Принц Персии 3D», игра, которую потом признали худшей в серии. Жаловались абсолютно на все. Отвратительный левел-дизайн, непроглядные локации, скудное музыкальное оформление, нерабочий платформинг. Короче, не игра, а стресс какой-то. Но мы позже еще поговорим о технической составляющей. Пройти ее до конца могли, наверное, только самые преданные фанаты, но и для них никто не постарался, ведь сюжет уступал даже самой первой части с ее картинками и текстом. Но это уже мое мнение, как фаната серии. А история была следующая. Султан вместе с дочерью и главным героем отправился к своему брату, королю Ассану, которому когда-то давно пообещал, что выдаст свою дочь за его сына. Да, инцест, дело семейное, все понятно, но вроде бы в древности это считалось нормой. Увидев, что у принцессы уже есть жених, Асан пленил султана и его дочь, а принца отправил в темницу. Где-то мы это уже видели, да? Главному герою предстоит выбраться оттуда и спасти принцессу от Рагнара, того самого сына короля, которому некогда была обещана дочь султана. Рагнар, кстати, получеловек-полутигр, но почему он получился таким, сюжет даже не пытается объяснить, просто примите как данность. Принцу, конечно, удается спасти принцессу, отмахаться от Кентара и улететь с возлюбленной на крылатом коне. Но если быть внимательным к сюжету, то можно задуматься, что это никакое не продолжение второй части. Это больше похоже на ремейк первой. Посудите сами. Злой визирь есть, принцесса в беде есть, главный герой также выбирается из темницы, и даже таймер, что отсчитывает время до смерти принцессы, тоже появляется. Плюс ко всему, третья часть совершенно игнорирует события второй. То есть тот факт, что главный герой принц от рождения. И, конечно, не развивается сюжетная линия Мекнера с ведьмой, а он хотел сделать историю, в которой раскроется прошлое принца, и с помощью технологий того времени показать драматичные события, такие как смерть его родителей. Что же касается технической части, да, игра невыносима. Управление настолько танковое, что аж раздражает своей тормознутостью. Например, в Tomb Raider или Resident Evil тоже подобное управление, но не настолько. К тому же Лара Крофт скачет по локации как ненормальная, отстреливаясь от врагов. Здесь этот недостаток не так выделяется, а вот в Принца 3D тяжело играть физически. Также здесь приходится снова умирать и умирать, как в первых двух частях, тоже из-за ловушек, но не потому, что они хитрые и сложные, а потому что большинство локаций настолько темные, что игрок может даже не заметить шипы, что появляются под ногами, или не увидеть канат, на который нужно прыгать, или вообще не заметить проход по локации. Короче, там можно заблудиться и состариться, потому что как ни крути яркость, толку мало. Музыкальных тем всего две. Одна звучит на протяжении всей игры, а другая появляется во время поединки. Боевая система, точно, она тут есть. Боевка проходит в виде дуэлей, как в первой части, но удары не чувствуются, блок не защищает принца, и это больше похоже на рандомное затыкивание кнопки. Еще у принца в арсенале есть лук и набор стрел с разными эффектами, и пользоваться ими гораздо интереснее, чем рукопашным оружием, по крайней мере, на мой взгляд. На локациях принц собирает разные зелья, которые лечат его, увеличивают шкалу жизней и делают сильнее. Кстати, название одного из них отсылает к Дахаке, еще до того, как он сам появился в играх. Но знаете, кто бы что ни говорил, даже в этой игре есть какая-то атмосфера, наверное, благодаря катсценам и общему антуражу некоторых локаций. Да, она невыносима, можно сказать, непроходима в наше время, но кто сейчас станет в нее играть? Для того времени она была далеко не идеалом, но это глава в серии «Принц Персии», и может быть тогда в нее играли с удовольствием.
Мои претензии только к сюжетной части, ведь в свое время я не был знаком с «Принцем Персии 3D» и не могу делиться настоящими впечатлениями. Наконец-то мы добрались до самой популярной трилогии во всей серии, а начинается она с игры «Принц Персии. Пески времени». Она вышла в 2003 году и перевернула франшизу с ног на голову, сумев показать ее совершенно другой, но при этом узнаваемой. «Пески времени» — это уже не платформер, а скорее экшен, в котором очень много времени уделяется акробатике. Как сейчас помню, что трюки принца, типа бега по стенам и прыжков через врагов, в детстве казались мне невероятно крутым геймплеем. Если честно, до сих пор кажется. В этот раз главный герой был настоящим принцем, наследником своего отца, и вместе с ним он отправился завоевывать дворец индийского махараджи. Внутри дворца персов уже поджидал визирь, предавший свой народ. Этот персонаж, по аналогии с классическими играми, главный антагонист, но в «Песках времени» сначала он не имел никакого отношения к Персии и был на службе у махараджи. Во дворце принц находит таинственный кинжал и огромные песочные часы. Визирь требует отдать кинжал ему в качестве платы за помощь, но отец принца позволяет сыну оставить его себе, как первый военный трофей. На самом же деле кинжал был чем-то вроде ключа, что мог освободить пески времени из часов. Персы не только похитили ценности из дворца, но и пленили дочь махараджи, Фару. Они отправились в соседнее королевство и преподнесли награбленное в качестве подарка султану, который даже не понимал, какой артефакт в его руках. Визирь объяснил, что в часах хранятся пески времени, могущественная сила, которую можно высвободить только кинжалом, что теперь принадлежал принцу. Хотя сам принц и считал, что нельзя доверять человеку, который предал своего правителя, он все-таки послушал визиря и высвободил пески. Но они обратили всех присутствующих в песчаных чудовищ. Только визиря спасла магия, принца кинжал, а Фару таинственный амулет у нее на груди. Принцу пришлось объединиться с Фарой. Хоть она и ненавидела персов за то, что они захватили дворец ее отца, но все-таки она объяснила принцу, как все исправить. Она сказала, что если кинжал снова вонзить в часы, то время отмотается назад, и всего этого можно будет избежать. Но песочные часы уже похитил визирь. Когда пески вырвались из часов, принц и Фара были разделены землетрясением, но позже герои снова встретились. На Фару напал царь Шараман, отец принца, обращенный в песчаное чудовище. Конечно, принцу пришлось убить его. Несмотря на то, что принц был среди тех, кто разграбил дворец Фары, она все равно помогала ему преодолеть все трудности, и позже между ними даже появилась искра. В момент близости Фара рассказала историю из своего детства. Когда она была маленькой, мать сказала ей волшебное слово, которое нужно произносить, когда страшно. Какалукия. Из-за песков времени в течение игры принц получал видение о будущем. И в одном из таких видений он узнал, что Фара украдет кинжал времени и сбежит с ним. Хоть он и относился к ней настороженно, но ее откровения заставили принца доверять Фаре, но напрасно. Она действительно украла кинжал, пока он спал, и одна отправилась исправлять то, что он наделал. Правда, взамен она оставила свой амулет, который спас ее от песков. Но этот момент будет иметь значение только в следующих частях. Принц все-таки находит Фару у песочных часов, где она в одиночку сражалась с чудовищами. Один из них столкнул Фару в пропасть, но принц успел схватить ее прямо за острие кинжала. Через боль он пытался вытащить ее, но Фара, увидев, что к принцу приближается чудовище, пожертвовала собой и отпустила кинжал. Принц разделался с противниками и вонзил кинжал в часы. Пески времени собрались в них, и все вернулось к началу, в тот момент, когда персы только начинали нападение на Индию. Он тайком пробрался в замок Махараджи и рассказал Фаре, которая думала, что видит его впервые, о том, что их визирь предатель, и о том, что с ними происходило на протяжении всей игры. К ним ворвался визирь, и принцу пришлось сразиться с ним, а после он вернул кинжал Фаре, которая все еще не верила в его историю о путешествиях во времени. Принц почти покинул Фару, но она решила узнать его имя.
Недолго подумав, принц ответил «Какалукия». По лицу Фары мы понимаем, что теперь она верит в историю принца, ведь это слово знала только она и ее мать. После выхода «Песков времени» мир снова заговорил о принце Персии. Сюжет получился захватывающим, кинематографичным и по-доброму сказочным, что ли. Наверное, дело в том, что к работе над перезапуском вернулся автор серии, который всегда пытался сделать эту историю сложной, драматичной и масштабной. Я считаю, что у него получилось. Благодаря «Пескам времени», что стали завязкой сюжета, в геймплее появились уникальные для того времени механики. Принц умел отматывать время назад, замедлять его, замедлять все вокруг, кроме себя, и создавать ударную волну из песков. Конечно, слоумо появлялось в играх и раньше, например, в Max Payne, но таких масштабов управления временем не было ни в одной игре до «Принца Персии». Еще одной визитной карточкой новой серии стала акробатика. Принц красиво сражался с противниками, бегал по стенам и с помощью разных трюков преодолевал препятствия. Правда, в то же время боевая система была, как говорят, однокнопочной. Нужно было основным мечом размотать противника, а затем добить его кинжалом времени. Еще после каждого боя показывали небольшую сцену, как принц складывал оружие в ножны. Первый раз 5 это смотрелось круто, но потом стало очень надоедать. На самом деле простая боевка не была такой уж проблемой, ведь тогда жанр слэшеров с их сложными комбо и переключением оружия прямо во время боя еще не был на слуху. И насколько я помню, драки в «Песках времени» очень даже доставляли. Хотя сейчас, конечно, так не кажется. Несмотря на то, что «Пески времени» были перезапуском классической серии и рассказывали историю о совершенно другом человеке, в этой игре все равно было очень много похожего на первые части. Головоломки и ловушки, введение принца и даже летающий конь – все это мы уже встречали в первых 3 частях. Правда, не в таких масштабах, но все же. Но серия «Песков времени» и в будущем будет отсылаться на классику, а будущее оказалось очень интересным. Схватка с судьбой. Вторая часть в серии «Песков времени». С этой игрой у меня особенное отношение, ведь именно с нее началось мое знакомство с франшизой. В детстве я, конечно, играл в классические первую и вторую части, но они не вызывали у меня такого интереса, как схватка с судьбой. Я хорошо помню, что про эту игру мне рассказал мой друг детства. Мы были соседями, и когда у обоих появились ПК, видеоигры стали нашим общим интересом. С этого, наверное, и началось наше общение. И вот рассказывает он мне про принца Персии, который меняет оружие, управляет временем и бегает по стенам. Как сейчас помню, что тогда я не мог поверить в это. Слишком уж фантастичной казалась игра. Да и чего отрицать, в детстве многие любили придумывать истории про невероятные игры, в которые мы играли где-нибудь у бабушки в далекой деревне, куда никто никогда не доберется. И, конечно, эти игры существовали в единственном экземпляре. Но в «Принце Персии» все действительно было так, как он говорил. И можно сказать, я влюбился в нее сразу, как только увидел. Что меня особенно зацепило, игра была мрачной, достаточно жестокой и с офигенным музыкальным сопровождением. В будущем я узнал, что музыку для игры исполнила группа Godsmack, которая до сих пор осталась одной из моих любимых, наравне с Disturbed. Для того времени, если не ошибаюсь, это был 2006 год, игра завораживала своими локациями, боями и оторванными конечностями, что разлетались по экрану все под ту же крутую музыку. Но хватит впечатлений, больше истории. В событиях первой части, когда принц освободил Пески времени, оказалось, что с этого момента он был проклят. Несмотря на то, что он исправил свою ошибку и вернул время вспять, он нарушил временную линию. Из-за этого его стали преследовать то ли галлюцинации, то ли реальные песчаные создания в виде собак и чудовищ. А самое страшное из них – зверь, известный мудрецам как Хранитель Времени. Имя ему – Дахака. И он не успокоится, пока не увидит смерть того, кто не должен быть жив. Из первой части мы уже понимаем, что принц – довольно эгоистичный человек, который способен на любое безумство, лишь бы утолить свои амбиции. Он умный, проворный и бесстрашный, но не в этот раз.
Страх смерти, страх перед Дахакой, что всюду шел по пятам, сводил его с ума. И единственным способом спастись от зверя были пески времени, из-за которых все и началось. От мудреца принц узнал про остров, где давным-давно были созданы пески времени. Именно оттуда индийский махараджа из первой части похитил песочные часы и кинжал времени. На острове были порталы, что могли перенести человека в далекое прошлое, во времена, когда пески еще не существовали. И последним выходом принца стала возможность попасть туда, через портал вернуться в прошлое и помешать императрице времени создать пески. На пути к острову на корабль принца нападают песчаные чудовища во главе с Шади. Она тоже была созданием песков. И вот на этом моменте мы поговорим о персонажах подробнее. Будет сложно, но постарайтесь понять. Тут все очень метафорично. Во-первых, сама императрица времени Кайлина. Из руководства к игре мы знаем, что она существует ровно столько, сколько существует само время в мире этой игры. Она создание, которое управляет временной линией и как смысл жизни хранит ее. Пески, часы, кинжал и даже сам остров времени – это ее творение. Они служат тому, для чего были созданы. Это инструменты управления временной линией. Но не все создания императрицы безупречны. Шади – это существо, которое императрица создала по своему образу и подобию. Кайлина нуждалась в сильном воине, в правой руке, с которой можно разделить ответственность. Но со временем Кайлина возненавидела свое творение. Долгие годы, а может быть века, Шади терпела небрежное отношение своей создательницы просто за то, что она получилась такой, какая есть. И в определенный момент она решила, что однажды воспользуется случаем и свергнет императрицу. Но до тех пор Шади была вынуждена служить Кайлине и выполнять ее приказы. В потоке времени Кайлина увидела будущее, в котором незнакомец прибывает на остров и убивает ее. Чтобы этого избежать, императрица отправила Шади с другими песчаными созданиями остановить принца Персии, пока он не добрался до острова. Это было последнее задание Шади. Принц пережил нападение Шади на его корабль, а затем море прибило его к берегам острова времени. Шади снова попыталась остановить его, но когда поняла, что у нее это не выйдет, она бежала через портал в свое время, а принц последовал за ней. Оказавшись в прошлом, принц увидел, как Шади пытается убить незнакомую женщину в красном. Руководствуясь поговоркой «враг моего врага мой друг», принц заступился за незнакомку и убил Шади. Перед смертью она сказала ему, что он глупец, раз пытается изменить свою судьбу. Женщина в красном – это Кайлина, сама императрица времени. Но сначала она не говорила об этом принцу, только лишь пыталась остановить его попытки помешать созданию песков времени. Она знала, что принц должен убить ее, и постоянно повторяла, что события, записанные во времени, нельзя изменить. Но все-таки помогала принцу, надеясь на то, что если он сможет изменить свою судьбу, то может и у нее получится. По сюжету принцу пришлось посетить несколько мест, чтобы открыть двери в тронный зал императрицы, где и находились песочные часы. И все было бы гораздо проще, если бы его не преследовал Дахака. Насколько мне известно, в персидской мифологии Дахака не является хранителем времени. Его прообраз исходит от древнеиранского царя-узурпатора Захака. Но вся эта мифология довольно запутанная, поэтому я даже не стану грузить и без того сложное видео древними легендами. Также на протяжении половины игры герою встречается существо, обернутое в лоскуты, с темной кожей и ярко-голубыми глазами. Он известен как Песчаный Дух. Он не вмешивается в события и лишь иногда показывается принцу. В одной из кат-сцен Дахака гонится за героем, но хватает Песчаного Духа, и несмотря на то, что принц остается прямо перед Дахакой, тот перестает преследовать его и уходит. Правда, лишь на время. В итоге, когда принц добрался до тронного зала, Кайлина призналась, что она и есть императрица времени. Я надеялась, что Дахака убьет тебя. Я надеялась, что Шади не даст тебе попасть на этот остров, и что башни прикончат тебя. Я даже прокляла меч, что дала тебе, и все же ты не погиб. Зачем ты делаешь все это? Я уже говорила тебе, я видела свое будущее. Я должна умереть от твоей руки. Но как и ты, я решила изменить судьбу.
Принц убил Кайлину до того, как она создала пески времени. Он изменил свою судьбу, но Дахака по-прежнему его преследовал. От безысходности принц готов был сдаться Дахаке, но во дворце увидел письмена о маске духа, благодаря которой можно вернуться в прошлое и существовать в одной временной линии в двух обличиях. Принц нашел маску и, надев ее, стал тем, кто встречался ему ранее, песчаным духом. Герой понял, что все это время он встречал самого себя из будущего. Вернувшись в прошлое, он застал как раз те события, когда Шади напала на Кайлину. Я сделала все, что смогла, императрица, но он слишком силен. Он добрался до острова? Хуже. Он пошел за мной через портал. Он теперь здесь, в нашем времени. Как ты смеешь стоять передо мной и признавать свою вину? Ты должна была умереть, чтобы защитить меня. Я не готова отдать свою жизнь ради этой глупости. Если ты хочешь попытаться изменить поток времени, занимайся этим сама. И это после всего, что я сделала? Да как ты смеешь? Я уже знаю, чем это закончилось. Принц понял, что Кайлину нужно убить не в прошлом, а вытащить ее в настоящее через порталы на острове. Тогда ее смерть не приведет к созданию песков. Но также он помнил, что скоро, по идее, Дахака должен убить его, когда принц встретит себя из прошлого. Эти события принц изменил. В решающий момент он позволил Дахаке схватить себя из прошлого, и таким образом произошел временной парадокс. То есть принц из прошлого погиб до того, как нашел маску духа, а значит он ее не надел, и песчаный дух не может существовать в этом времени. И он перестал существовать. Маска спала с лица принца, но он сам остался невредим. Это очень сложный момент по части сюжета, но скорее всего дело в том, что маска позволяла принцу находиться в одном времени в двух своих версиях, прошлой и настоящей. А когда одна из версий умерла, то в маске больше не было необходимости, а самого песчаного духа теперь не могло существовать. Сложно, я понимаю. В итоге, конечно, принцу удается вытащить Кайлину в свое время, в настоящее. Но благодаря тому, что произошло с песчаным духом, он понял, что они способны изменить свою судьбу, и ему совсем не обязательно убивать Кайлину. Правда, Дахаке все это было неинтересно. Принц помешал созданию песков времени в прошлом и вытащил Кайлину в настоящее. Пески не были созданы, значит не произошло всех событий, что показали в первой части. То есть вмешательство во временную линию было невозможным. Но теперь Дахака охотился не за принцем, а за Кайлиной, потому что она не принадлежала этому времени, ведь императрица оказалась здесь из-за принца. Дахака почти неуязвимое существо. Единственное, чего он боится, это вода. На протяжении всей игры именно вода часто спасала принца от преследования, а незадолго до этого принц нашел водный клинок. Меч, обладающий могуществом убить самого Хранителя Времени. Победив Дахаку, принц доказал Кайлине, что судьбу можно изменить, если вступить с ней в схватку. Совсем не обязательно с ней мириться. Он убедил императрицу отправиться с ним в Вавилон, где вместе они начнут жизнь сначала. Но принц еще не догадывался, как сильно он изменил историю, помешав созданию песков времени. О, наверное, очень сложно понять все то, что я рассказал о сюжете этой игры. И знаете, пройдя ее раз 15, я сам не уверен, что правильно понял все показанные события. Истории со временем всегда очень сложные и противоречивые, но в этой игре прям чувствуется, с каким трепетом и вниманием к деталям разработчики подошли к сценарию. Чего стоит только сюжетная часть про песчаного духа. По идее, они могли бы просто завернуть про то, что принц вернулся в свое прошлое и бегает там рядом с самим собой, но нет. Этот момент был продуман до того, что один и тот же человек не может так просто существовать в одной временной линии в двух вариантах. Кстати, схватка с судьбой не совсем линейная игра.
Там легко заблудиться в локациях и времени, а главное, иногда ты можешь сам выбирать, куда отправиться сначала. Ну а важнее то, что в игре две концовки, и та, которая каноничная, оказалась секретной. Чтобы найти водный клинок и в конце сразиться с Дахакой, нужно собрать все 9 улучшений жизни, иначе в конце придется сразиться не с Хранителем Времени, а с Каэлиной, и концовка окажется не такой хорошей. Дахака больше не преследует принца, но императрица не смогла изменить свою судьбу и все-таки умерла от руки принца Персии, как ей было предначертано. Главной геймплейной фишкой, помимо фокусов со временем, на мой взгляд, стал Дахака. Серьезно, моменты, когда он начинает гнаться за тобой, раньше меня действительно пугали, да и сейчас вызывают трепет, особенно когда в игре звучит песня группы Godsmack «I Stand Alone». Как же шикарно это выглядит. К тому же ход с неуязвимым противником, что неустанно преследует игрока, почти всегда выигрышный. В той же Resident Evil из игры в игру кочуют неубиваемые противники, от которых нужно убегать. Это создает определенную атмосферу и заставляет ценить моменты, когда игрок в безопасности. Схватка с судьбой получилась очень мрачной и жестокой на фоне песков времени, и говорят, что такой ход понравился не всем фанатам того времени. Я не знаю, чем эта игра могла не угодить. Она показала развитие главного героя из амбициозного юноши в мрачного и отчаянного мужчину, а то, как уверенно принц отсекал руки и головы противникам, лишь подтверждает это. К тому же в диалогах появилась брань, а женские персонажи не стеснялись быть привлекательными. О, то чудное время, когда женщин не боялись показывать красивыми и сексуальными, когда интересы аудитории были выше тенденций. Даже несмотря на некоторую пошлость, кривоватую акробатику и боевую систему, эта игра потрясающая. Сейчас мы с вами вспомним заключительную часть трилогии «Принц Персии. Два трона», а после этого поговорим об отмененном проекте под названием «Родственные клинки». Перед этим просто необходимо вспомнить «Два трона», чтобы провести сравнение и понять, какой должна была стать заключительная часть трилогии. Сюжет третьей части напрямую продолжает события схватки с судьбой, или в оригинале «Война внутри». Принц вместе с Каэлиной возвращается в свой родной город Вавилон. Посчитав, что все уже позади, он бросает в воду амулет времени, тот самый, который Фара оставила ему еще в первой части. Помните, я говорил, что мы к нему вернемся? В схватке с судьбой амулет всегда находился на груди принца. Как раз с его помощью мы и могли увеличивать показатель здоровья. К тому же во второй части у принца не было кинжала времени, но именно благодаря амулету он все еще мог отматывать и замедлять время. Оказалось, что выбросив амулет, принц поторопился. Как только на горизонте показался Вавилон, герои увидели, что город охвачен огнем. Дело в том, что изменив свою судьбу на острове и помешав созданию песков времени, принц отменил все события первой части. В новой временной линии индийский Махараджа также попал на остров времени, нашел кинжал и часы, но они не работали, так как пески времени не были созданы. Зато визирь смог изучить книги, привезенные Махараджей с острова, и узнать из них про императрицу времени и силу, которой она обладает. Визирь убил Махараджу и возглавил его армию. Он отправился в Вавилон еще до того, как персы напали на их дворец. И тут, как по воле судьбы, туда прибывает принц и привозит Каэлину, императрицу времени, о которой уже знает визирь из тех самых книг. Каэлину пленят и отводят к визирю, но принц не успевает спасти ее. Визирь убивает императрицу знакомым кинжалом, и пески времени снова вырываются на свободу. Как и было описано в книгах, визирь становится существом, подобным богу, а все, кто находился рядом, превращаются в песчаных монстров. В этот раз у принца не было ни кинжала, ни амулета, способных защитить, поэтому пески коснулись и его, пробудив мрачное, жестокое, эгоистичное альтер-эго темного принца. Воспользовавшись суматохой, принц сбежал и прихватил с собой кинжал времени, а в его руке осталась цепь, которой его ранили незадолго. Она и станет оружием его темной сущности. На протяжении игры принц начинает слышать голос в своей голове, который подначивает его и высмеивает, а позже этот голос начинает обретать физическую форму. Периодически темный принц вырывается на свободу, и только вода способна его изгнать, ведь он тоже песчаное существо. Одного за другим принц убивает чудовищ, которых также задели пески. Все они тоже изменились после смерти Каэлины, хотя до этого были людьми.
Также на пути принц снова встречает Фару. Она не узнает принца, потому что для нее событий первой части не произошло. Но оба они пытаются остановить визиря, поэтому герои вновь объединяются. Фара помогает принцу, и вместе они спасают народ Вавилона от чудовищ, но она периодически подмечает, что принц слишком эгоистичен. Его альтер-эго все еще пытается склонить принца на темную сторону, высмеивая каждый его шаг и повторяя, что он должен пойти и убить визиря, а не спасать свой народ и очередную принцессу. Но когда принца и Фару окружили полчища чудовищ, ему на помощь пришли люди, которых он спас. Они сражались за принца, и это стало первым шагом к избавлению от своей темной стороны. Но окончательно подавить свое альтер-эго принц смог только тогда, когда увидел своего мертвого отца. Он осознал, что изменил свою судьбу на острове, но исход стал еще хуже. Те, кого он хотел спасти, все равно либо уже погибли, либо это скоро случится, а он сам превращается в чудовище ничуть не лучше тех, с которыми сражается. Принц смирился со смертью Кайлины и отца, и в этот момент, когда он обрел внутренний покой, темная сторона его отпустила. Но голос в голове продолжал сводить с ума. Тут показали крутой диалог принца с самим собой, который на самом деле отображает всю суть принца в трилогии о песках времени. Прекрати! Ну неужели ты думал, что найдешь его живым? После всего, что было с тобой, ты все еще не потерял надежду? Отец, что я наделал? И что теперь? Соберешь достаточно песка и совершишь очередное великое путешествие во времени? Или отправишься на остров и вернешься в то время, когда его еще можно было спасти, а по пути поможешь десятку другому девчонок в беде? Нет! Ты прав. И я вел себя как дитя. Наивный и самоуверенный. Бездумно пытался исправить ошибки, чтобы не сталкиваться с их последствиями. В итоге принц добирается до визиря и убивает его. Больше никаких путешествий во времени, никаких попыток изменить свою судьбу. Как и твердили все, кто встречался принцу на пути, изменить судьбу невозможно. Пытались многие, но никто не смог. В конце мы видим, как принц сражается со своей темной сущностью внутри себя и, кажется, раз и навсегда побеждает ее, обретая покой. Но когда Фара спрашивает принца, откуда он знает ее, он начинает рассказ о своих путешествиях, и, возможно, нам намекают на то, что нет, он не смирился со своей судьбой. Короче, третья часть была невероятно интересной игрой с драматичным и серьезным сюжетом. Диалоги принца со своей темной сущностью — это просто эпик, если понимать, что принц разговаривает с самим собой. Одна его часть постоянно пытается поступить правильно, но другая, его же часть, неустанно твердит, что он должен думать о себе в первую очередь. Повествование очень похоже на первую часть трилогии. Правда, там рассказ шел от лица самого принца, а тут от лица Кайлины. И, например, когда принц умирает, Кайлина произносит фразы вроде «нет, на самом деле все было не так». Или, поставив игру на паузу, можно услышать слова «Хорошо, я продолжу рассказ, когда ты будешь готов». Примерно так же было и в «Песках времени». Многие считают игру провальной из-за устаревшей графики для того времени, из-за того, что убрали расчлененку и кровь, и в общем значительные отличия от показанного во второй части. Да, эта игра гораздо более стерильна, чем «Схватка с судьбой». Местами она снова похожа на восточную сказку и даже имеет значительные сюжетные дыры. Но, как по мне, «Два трона» опять же отличная игра, важная и сильная часть франшизы. Еще говорят, что «Принц Персии. Два трона» была не способна тягаться со своим главным конкурентом — серией игр God of War. Но, ребят, не слушайте никогда эту чушь. «Два трона» была мультиплатформой, а God of War эксклюзивом для PlayStation. Они в принципе не конкуренты на то время. Да и логично, что копий «Двух тронов» было продано гораздо больше. Даже их жанры не совсем одинаковые. Если история о Кратосе — это настоящий слэшер с комбо и кучей оружия, то «Принц Персии» — это приключенческий экшен в первую очередь. К тому же назвать ее провальной категорически нельзя, хотя бы из-за оценок, которые игра получила в свое время. Но все-таки моя любимая часть — это «Схватка с судьбой», и мне было бы легче, если бы я не знал и не видел, какой должна была стать третья часть трилогии.
В 2005 году на известной выставке E3 была представлена игра, которую мы никогда не увидим. «Принц Персии. Родственные клинки». Буквально за полгода до релиза Ubisoft показали трейлер игры. Она казалась еще более мрачной, чем схватка с судьбой, а главное, уже из трейлера было понятно, что сюжет обещает стать гораздо драматичнее, глубже и серьезнее. И говорят, что как раз из-за этого Ubisoft Montreal решили кардинально изменить ее буквально за полгода до релиза. В то время фан-сообщество разделилось на две группы. Одни, как я, были в восторге от того, какой стала вторая часть, а другие, кто пристально следил за серией со времен 2D игр, хотели видеть продолжение в стиле «Песков времени», то есть более яркую, менее жестокую и недалеко ушедшую от преснопамятной восточной сказки. Мы наверняка не знаем, чем руководствовались разработчики, принимая такое опасное решение уже после того, как показали трейлер на E3, но тем не менее они решили угодить второй группе. В игре изменили внешность персонажей, часть геймплея и самое главное, непростительное — сюжет. Наряду с этим игра получила новое имя — «Два трона». Из показанного трейлера мы понимаем, что сюжет родственных клинков начинался похожим образом. Принц и Кайлина прибывают в Вавилон и видят, что город охвачен огнем. Только в данном случае пленили не Кайлину, а самого принца. И тут уже заметно первое значительное отличие. Если два трона настойчиво убеждают нас, что принц не смог в итоге изменить свою судьбу, как и твердили ему все вокруг, то в родственных клинках должны были показать, что несмотря на случившееся, Кайлина продолжает верить в него, а поэтому, узнав о том, что принца пленили, она сбрасывается со скалы и, умирая, высвобождает пески времени сама. Превращение в темного принца случалось благодаря огню. Разработчики обещали, что это будет происходить не в заскриптованные моменты, а по желанию игрока. Для этого нужно было только найти источник огня. А чтобы очиститься, также была необходима вода. Сам темный принц выглядел иначе. У него были свисающие пепельные волосы, распахнутая жилетка, бледная кожа и ореол, охватывающий тело. Также здоровье темного принца не уменьшалось само по себе, как это было в «Два трона». Ну а самое главное, темный принц полностью захватывал контроль над телом. То есть в родственных клинках темный принц был не только голосом в голове главного героя. Когда он выбирался наружу, то сам принц уже становился его альтер-эго, его голосом в голове. В «Два трона» было немного иначе. Несмотря на внешнюю трансформацию, у руля, скажем так, все равно был главный герой. Темный принц оставался только голосом. Еще в трейлере мы видели, что амулет Фары все еще остается у героя, и после превращения в темного принца он как будто впаивается в его грудь. И на самом деле это важный момент, который не учли при переработке сценария. В «Два трона» принц выкинул амулет в воду, но когда он встретил Фару, у нее тоже не было этого амулета. А я напомню, что в «Песках времени» он был на ее груди с самого начала, и именно амулет спас ее от превращения в песчаное чудовище. Получается так, что в «Два трона» должны существовать сразу два амулета, ведь принц изменил ход истории и отменил события первой части, значит Фара не отдавала ему амулет, и он должен оставаться при ней. Но, к сожалению, сюжет вышедшей игры полностью игнорирует этот нюанс, образуя тем самым большую сюжетную дыру. Ну, вернемся к родственным клинкам. По части геймплея игра обещала быть еще более жестокой, чем вторая часть, но в итоге всю кровь заменили на вспышки света, но почему-то анимации оставили прежние. В «Два трона» принц использует такие же движения, которыми он лишал противников конечностей. И очень глупо смотрится, когда после удара, например, у врага явно должна слететь голова, но вместо этого мы видим свет, песок и ни капли крови. Главным новшеством для серии должен был стать открытый город. Нам обещали, что мы сможем свободно перемещаться по улицам Вавилона или по крышам, если того требует ситуация. Да, уже пахнет заделом на Assassin's Creed. Но почему-то в «Два трона» от этой идеи отказались. И зная все это, зная, что проект был почти готов и полгода до релиза оставалось только шлифовать его, я не могу смириться с мыслью, что мы лишились этой игры. Поймите правильно, я очень люблю «Два трона». Это одна из самых крутых игр в мире, но черт, мне кажется, она могла быть гораздо лучше, оставаясь родственными клинками. Ну, теперь-то мы точно никогда этого не узнаем.
Многие знают, что серия Assassin's Creed появилась буквально поверх «Принца Персии». В 2004 году разрабатывался спин-офф основной серии под названием «Принц Персии. Ассасины». В одном из интервью разработчики рассказали, что сюжет строился вокруг двух девушек-ассасинов, которых послали убить юного принца, но в итоге они встали на его защиту. Интересно, что когда за закрытыми дверьми людям дали немного поиграть, оттуда утекло видео с геймплеем, и на нем явно играют за персонажа мужчину, но это не точно. А возможно, на видео просто один из сюжетных моментов, когда нужно было играть второстепенным персонажем. Говорят, этот проект отменили как раз из-за того, что сюжетно он имел много общего с родственными клинками, да и уровень жестокости был схожим. А после того, когда третью часть переделали в «Два трона», такой спин-офф противоречил будущему видению серии. В итоге проект был отменен, но положил начало другой, более знаменитой серии Assassin's Creed, которую я, кстати, тоже очень люблю, кто бы что ни говорил. А вот от родственных клинков осталась только одноименная мобильная игра, которая, конечно, служит лишь напоминанием о возможном развитии франшизы. В 2008 году Ubisoft пытались перезапустить серию и выпустили игру под названием «Принц Персии». Вот так просто, без подзаголовка. В свое время это был очень спорный проект, потому что сюжет не имел ничего общего с трилогией о песках времени, да и в качестве принца здесь совершенно другой человек, который фактически даже не является принцем. К тому же графический дизайн и геймплей пришлись по душе далеко не всем. В этой игре физически было невозможно проиграть. Даже если герой срывается с балки на высоте или ему вот-вот нанесут смертельный удар, срабатывал скрипт, когда напарница по имени Элика спасала главного героя. Сюжет рассказывал о расхитителе гробниц, который заблудился во время песчаной бури и случайно встретил девушку Элику, попутно пытаясь найти своего осла по имени Фара. Такая вот забавная отсылка на трилогию. Элику преследовали воины ее отца. Они должны были остановить ее, чтобы она не помешала ему выпустить из заточения верховного злого духа Аримана. Когда-то в прошлом умерла мать Элики, а позже и она сама. Ее отец не смог смириться со своим горем и попросил духа Аримана вернуть к жизни хотя бы свою дочь. Взамен он пообещал, что освободит злого духа. Элика вернулась к жизни, и ее отец должен был выполнить обещание, но Ариман был слишком опасен, его нельзя было выпускать. В этой игре очень красивая боевая система, именно красивая. Технически она простая. Удар, уворот, парирование, захват и магическая атака. Но именно то, как все происходит, как это показано и анимировано, очень завораживает. Но тот факт, что в поединке нельзя проиграть, все-таки очень спорное решение. Акробатика вышла на новый уровень. Помимо прыжков и бега по стенам, у принца появилась металлическая перчатка, которая была полезна как во время поединков, так и во время перемещения. К тому же Элика с помощью магии помогает принцу преодолевать некоторые препятствия. Наверное, все это служит каким-то аналогом двойного прыжка. Опять же, многие ругают эту игру за сюжет, дизайн и геймплей, но я почему-то вижу в ней огромный и очень красивый мир, довольно богатую историю, пусть и отдельную от всей серии, да и боевка, она классная. По крайней мере, в то время мне нравилось комбинировать движения и смотреть на эффектные комбо. Единственное, что в эту игру, пожалуй, лучше играть порционно, чтобы геймплей не превратился в рутину. Хотя разработчики постарались разнообразить его головоломками и способностями, которые по ходу сюжета приобретает принц. В конце герои, конечно, побеждают зло, но для этого Элике приходится пожертвовать жизнью. А тогда принц, что уже успел к ней привязаться за время путешествия, поступает так же, как и отец Элики. Он снова выпускает Аримана, чтобы вернуть девушку к жизни. И на этом основной сюжет заканчивается. Конечно, если узнать историю в таком сжатом виде, ей очень трудно проникнуться, но по ходу игры ты действительно привязываешься к персонажам. Я даже специально задерживался на некоторых локациях, чтобы дослушать их диалоги и чуть больше узнать о мире игры. И могу сказать, что такое решение принца я понимаю, ведь мы видим, как сближаются персонажи. Но это еще не конец истории.
После основного сюжета появилось DLC под названием «Эпилог». Если не ошибаюсь, оно вышло эксклюзивно для консолей PlayStation. Так вот, в нем показали, что, очнувшись, Элика очень разозлилась на принца из-за того, что он, как и ранее ее отец, пожертвовал миром на этих землях, чтобы вернуть ее к жизни. Она дает ему пощечину и сбегает. Погнавшись за ней, принц снова встречает отца Элики, все еще подвластного тьме. Он сообщает, что теперь Ариману нужен сам принц. Элика помогает в очередной раз победить своего отца, а после пытается излечить его, но безуспешно. Герои выбираются из дворца, где все произошло, но конец оказывается не очень счастливым. Элика бросает принца, чтобы найти и защитить свой народ, а герой остается один, окруженный тьмой. Вот такая красивая, но не очень добрая история. Зато поучительная. Типа, думайте головой перед тем, как заключать сделки со злыми духами. Знаете, кто-то говорит, что в игре смешная графика, а кто-то наоборот ее хвалит. Кто-то жалуется на геймплей, а кому-то, как мне, он кажется интересным и захватывающим, если играть дозированно, потому что сбор семян может доконать любого. И я думаю, в данном случае неуместно высказывать свое однозначное мнение. Эта игра для каждого разная, и чтобы проникнуться, ей нужно играть и погружаться в сюжет, а он, поверьте, способен затянуть. Только помните, что это совершенно другой «Принц Персии». Последняя из вышедших, но не последняя, о которых известно, «Принц Персии. Забытые пески». В 2010 году случилось то, что тогда можно было назвать странным. Дело в том, что «Забытые пески» не продолжают события перезапуска 2008 года, о котором я только что говорил. Новая игра оказалась интерквелом. То есть события происходят между песками времени и схваткой судьбой, между первой и второй частями известной трилогии. Согласно сюжету, до того, как отправиться на остров времени и встретиться с Кайлиной, принца отправили навестить его родного брата, короля Малика, чтобы поучиться у него боевому искусству. И как раз в это время на королевство напали захватчики, а чтобы справиться с ними, Малик выпустил на свободу древнюю армию Соломона, но выбравшись, она превращает всех жителей в песчаные статуи. Конечно, принцу приходится вмешаться. Он встречает Разию, королеву джиннов, и узнает от нее, что очень давно эту армию создал Ифрит Раташ, чтобы истребить всех джиннов и людей, а названа она так, потому что была призвана, чтобы свергнуть царя Соломона. Но люди и джинны объединились и смогли заточить Раташа и его армию, и оставались бы они взаперти еще сотни лет, если бы не отчаявшийся Малик. Сильно углубляться в сюжет не буду, потому что он вполне предсказуемый, но скажу, что в итоге принцу приходится сразиться со своим братом, одержимым Раташем, и, естественно, убить его. Разия помогает принцу и наставляет его на протяжении истории, но когда все заканчивается, жители оказываются свободны, а зло повержено, она навсегда покидает принца. Так начинается и заканчивается история забытых песков в общей версии игры. Но вот для PSP, Nintendo DS и Wii эта игра оказалась совершенно другой. На этих консолях одноименная игра имеет абсолютно другие сюжеты и рассказывают они о разных событиях. Зачем так сделали, я не знаю. Оригинальные забытые пески не были портированы на консоли Nintendo и портативку PlayStation, но вместо этого каждая упомянутая консоль получила эксклюзивную версию. Но хорошо ли это? В одной из версий принц оказался обладателем волшебной лампы и также связался с джинном. В другой нам рассказали, что кто-то убил семью главного героя, и он пытается выяснить, кто это. Сюжеты, может быть, сами по себе неплохие, но они, пожалуй, слишком выделяются из серии «Песков времени», частью которой разработчики пытались сделать основную игру. Поэтому лучше вернемся к ней. «Забытые пески» — неоднозначная часть франшизы. Она совсем неплохая, и 10 лет назад... Господи, это было 10 лет назад, да? Ну да ладно. Она совсем неплохая, и 10 лет назад казалась мне полноценной частью серии, но теперь я понимаю ее проблемы. Главное из них это то, что она пытается быть частью трилогии о песках времени, но не может. Напомню, «Забытые пески» — это интерквел.
То есть события происходят между песками времени и схваткой с судьбой. Принца даже одели так же, как во второй части, наверное, чтобы подчеркнуть причастность этой игры. Хотя его можно переодеть, например, в Эцио Аудиторе. Но смена костюмов уже была в перезапуске 2008 года, да и раньше, продвигаясь по сюжету, принц переодевался. Сюжет пытается вклиниться между двумя играми, в которых мы видели совершенно разных героев. То есть, конечно, персонаж это был один и тот же, но повторюсь, в «Песках времени» мы видели амбициозного легкомысленного юношу, а в схватке с судьбой уже серьезного, отчаянного мужчину. И «Забытые пески» не пытаются показать развитие принца. Он снова ветреный и беззаботный паренек, который периодически шутит сам собой. Хотя у этой игры был шанс стать мостом и наглядно показать эволюцию главного героя. К тому же сам сюжет, он обычный. Неплохой, но простой. Он не глубокий, не выделяющийся и не способен вызвать эмоции. Да, в конце умирает брат принца, но, камон, кому-то не похер. Они ввели персонажа, ни разу не упомянутого в основной серии ранее, не пытаясь рассказать об их отношениях с главным героем, а потом пытаются разыграть драму вокруг его смерти. Ну серьезно, это глупо. Половину игры мы бегаем за бородатым мужиком, а другую половину расхлебываем то, что он заварил. Больше похоже на историю безумно влюбленной, но случайно залетевшей ждули. И знаете, учитывая, что как раз в то время Ubisoft стали обретать известную сейчас репутацию, очень заметно, что эта история проходная, исключительно коммерческая, а не авторская, как это было раньше. Вопросов еще много. Главный, конечно, это Дахака. Где он? Почему не показали как раз тот перелом, когда принц стал бояться умереть? И где лазит Дахака? Ведь раньше мы думали, что как раз в этот временной период он начинает преследовать принца. Об этом, кстати, очень много говорили еще до выхода игры. Фанаты действительно ждали Дахаку. А само название? Вот при чем здесь пески? Да, понятно, локация, жители, превращенные в песчаные статуи и так далее, но все же понимают, что такое название выбрали только для того, чтобы связать эту игру с трилогией. И господи, это так нелепо, пытаться изо всех сил сделать часть песков времени, даже вернуть возможность управлять этим временем, но провалить самое важное – историю. Хотя это для меня история самая важная, но как же геймплей? В целом это узнаваемый принц Персии с акробатикой, мечами, перемоткой времени и бегом по стенам. Стоит отметить, что как раз платформинг стал немного интереснее и сложнее, например, в моментах, когда важна реакция, чтобы заморозить воду и использовать ее как стену или шест. К тому же принц научился использовать силы стихий, но, как выяснилось, далеко не многие поняли аспекты боевой системы в этой игре. Все снова говорят про однокнопочную боевку и банальную магию, и в целом-то оно так, если играть как в слэшер. Но тут ситуация немного другая. Боевка забытых песков рассчитана не на красивые комбо и контратаки, тут важен контроль толпы. Против игрока выходят десятки противников, и вся суть боевки сводится к тому, что игрок должен контролировать их. То есть задача не оказаться окруженным и задавленным, нужно держать толпу на расстоянии, как раз таки используя магию и увороты, а между этим решать, нанести несколько быстрых, но слабых ударов, или медленных, но сильных. Многие, к сожалению, просто не поняли эту систему и расценили ее как закликивание одной кнопки. Даже игромания давным-давно говорила, что драться в этой игре довольно просто. Хотя тут и к разработчикам вопрос. Придумали систему, научите ей нормально пользоваться. В общем, забытые пески — это не совсем то, чем должна была стать последняя часть основной серии. Наверное, Ubisoft и не планировали делать ее последней, но тот факт, что к игре не имеет отношения создатель серии, очень заметен. Геймплей неплохой, но его можно даже не понять. Сюжет неплохой, но слишком простой и проходной. Буквально обо всем в этой игре можно сказать неплохо, но... Я сказал, что «Забытые пески» были последней вышедшей игрой, но не последней, которую планировали. Совсем недавно обнаружился ролик 8-летней давности, опубликованный пользователем YouTube. Как я и сказал, выложили его очень давно, но шумиха собралась после того, как уже в 2020 году о нем рассказал один из пользователей Reddit. Это видео, очевидно, целевой рендер, либо настоящий геймплейный отрывок игры, которая должна была стать перезапуском серии «Песков времени». В ролике мы видим главного героя, впервые со времен классики коротко стриженного и эффектно сражающегося с противниками. На видео принц использует как знакомые нам механики, типа бега по стенам и перемотки времени, так и новые, вроде похищения душ врагов.
То, что видео не фейк, подтвердили люди, которые работали над этой игрой тогда. Один из них, кстати, также работал над The Last of Us 2. Доподлинно неизвестно, почему проект отменили, но говорят, это связано с тем, что часть прав на франшизу все еще сохраняет ее создатель, Джордан Мэкнер. А мы знаем, что современные Ubisoft очень любят зарабатывать и не хотят ни с кем делиться. Но это только одна из версий. Вообще, во вселенной Принца Персии существует еще много портативных игр, о которых я не рассказал, графические новеллы и даже полноценная экранизация Disney, но я постарался придерживаться основной серии, чтобы не затягивать и без того огромное видео. Франшиза далеко не мертва, как может показаться. На носу кооперативный VR-квест с подзаголовком «Кинжал времени». Сам персонаж и его вселенная часто напоминает о себе в серии Assassin's Creed, и даже в игре For Honor, от тех же Ubisoft, засветился Принц Персии. Такое ощущение, что вот-вот мы услышим громкий анонс, и эта серия вернется к былому величию. Но пока остается только ждать и надеяться на то, что коммерческие нюансы этому не помешают. Я искренне удивлен, что кто-то досмотрел это видео до конца. Но если это так, обязательно поделитесь своими мыслями по поводу такого формата. Стоит ли мне продолжать работать над такими большими видео? И, конечно, спасибо за просмотр.